У вас по пути следования света нос. Ого! Кто сказал, что это мужской вид спорта? Покажи фанатам сиськи. Хей! Хей! Пошла на футбол, а вернулась лесбиянкой. У арбитра нет пола. Надо конституцию менять и правила футбола. Спасибо. Тренируйтесь. Скажи, Гордеевой, скажи. Настя, у меня есть важный вопрос по теории футбола. Практически экзаменационный. Сколько правил? Сколько игроков? В большом футболе? 11. Сейчас нужно выбрать свой любимый цвет. Цвет, на котором тебя люди увидят. Это очень очевидно по моему костюму, поэтому синий. Синее на синем? Да. Блин, они тебя не заметят. А голубой? Голубой? Не хотим играть с тобой. Нет? Хорошо, и у нас будет бегать по фону голубой щенок. Да. На Голубое голубом. ушко, голубое брюшко. Все, голубой цвет. Да. Россия! Вперед! В футболе, вот в этой истории, когда женщина судит мужской футбол, ты наша Валентина Терешкова. Ты первая русская рефери, которая оказалась на международном уровне судить мужские международные матчи. Все-таки Валентина Терешкова, она у нас покорила космос. А это все-таки, мне кажется, прям, все, куда дальше. Вот. Поэтому мне приятно, конечно, такое сравнение, но она круче. Это правда. Вот. Я абсолютно не Валентина Терешкова. Я очень надеюсь ей стать, все-таки попасть в премьер-лигу, потому что это мечта. Когда ты чем-то занимаешься, у тебя должна быть та цель, к которой ты идешь. Да? То есть, допустим, вспоминая себя в начале судейской карьеры, я очень хотела попасть, там, условно, стать международным арбитром для начала. Да? То есть, когда я уже стала, там, вау, я стала международным арбитром. Так, я хочу участвовать в крутых там, да, соревнованиях. Поехала на первый свой финал до 17 лет, девочки играли. И мне дали финал. И я, вау! То есть вот все постепенно. И поэтому сейчас вот у меня очень хочется быть Валентиной Терешковой в РПЛ. Сейчас это международные тенденции, уже не секрет, да, что во многих чемпионатах девушки судят топ-дивизионы. Вот, поэтому поживем, увидим, и будем стараться. Но ты готовишься к этому в области спорта? Я готовлюсь, да. То есть у тебя физическая форма ок для того, чтобы судить премьер-лигу? Я очень на это надеюсь, что я буду за ними успевать. Вот. Но и сейчас все-таки технологии идут тоже на опережение. Вы знаете, что и ВАР есть, что если вдруг я что-то не увижу, меня он всегда сможет подстраховать. Да? Вот сколько ты проводишь так вот на улице? Ты, например, 5 километров побегала. Это приблизительно полчаса, 40 минут. 25 минут. Хрена себе, ты На бегаешь как секундочку. быстро. 30 минут это так, просто подышать. Опять же, летом я, естественно, больше провожу на улице, потому что нужно короткие спринты поделать, работу такую, да. Вот. Что еще? Всякие аджилити, там, лесенку на координацию. То есть, все как у футболистов, только мы с мячом не работаем. То есть, в принципе, я говорю, очень все схоже. Ага. Вот. И больше легкоатлетических упражнений на технику бега. Мы же должны еще, помимо того, что смотреться на поле, также, да, то есть, если ты должен бежать помимо быстро, еще и красиво стараться. То есть на вас тоже смотрят, красиво бежите или нет? Как правило, на нас смотрит только инспектор, кто нас оценивает, да, вот, и, соответственно, все равно в кадре хочется выглядеть симпатичнее. Сколько ты пробегаешь за матч? В районе 9, если женщин брать, 9-10 километров. С мужчинами чуть-чуть, иногда выше, если это юноши, да, молодые ребята, которые бей, беги и попробуй их догонять. Ты Киржаков. Бил, бью и буду бить, да. Да. Вот. Если брать выше уровня, там какие-нибудь команды, кто уже играет в комбинационный футбол, там чуть-чуть меньше. Там надо читать игру и стараться не мешать.
А вот история, когда ты бежишь и, например, футболисту мешаешь его атаке. Такие бывают? Да, если мяч попадает, то вынужден останавливать игру, поднимать руку, говорить 1000 извинений, извините, пардон, муа, как говорят французы, и кидать спорный мяч. Они крысятся? Ну, они могут сказать, блин, что ты мешаешь? Иногда девчонки тоже могут сказать, товарищ судья, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете. На что я могу отшутиться, что не волнуйтесь, я очень быстрая. Либо вы мне тоже иногда мешаете. Ну, то есть, с девчонками, я говорю, проще, потому что многих уже и знаешь, они тебя знают. И есть кредит доверия, и можно и пошутить, можно где-то чуть-чуть прикрикнуть на них, если вдруг понимаешь, что надо как-то пыл остановить. С ребятами сложнее. А есть вообще ощущение, что женщине нужно заслужить право судить мужскую игру? Есть такое ощущение? Нет, я уверена, что каждая девушка-арбитр об этом даже не думает. Она просто выходит на поле и делает свое дело. Почему? Потому что качество, опять же, для нас самое важное. 23 марта 2012 года. Насколько важный день в твоей жизни? А что там было? Значит, не очень важный. Ты впервые в жизни судила мужской матч. Дала 5 желтых карточек и 1 красную. Да, все, я поняла. Молодежное первенство, и мне тогда доверили матч. После этого матча я сказала, я не хочу их судить, они меня заколебали. Вот, да. Первый блин оказался комом. Я об этом нисколечки не жалею. Почему? Потому что, опять же, все в копилочку, все для опыта. А как у Хурцидзе, которому ты дала? Как? Хурцидзе. Давид. Да. Хурцидзе, ты им дала красную карточку. Как дала еще? Как дала, кстати, еще. Да. Ну, за нецензурные высказывания. Ну, и опять же... В адрес судьи. В мой адрес, но он оскорбил моих родителей, маму и папу. На самом деле я стараюсь либо делать вид, что я не слышу, если это можно. Потому что я понимаю, все эмоциональны по-разному. Кто-то флегматичный, кто-то очень взрывной. Вот. И я все-таки прям вот, пожалуйста, успокойтесь. Давайте не будем. Да. Когда уже это все переходит и уже слышат помимо игроков еще и мои коллеги или там резервный арбитр, да, то есть это я вынуждена была удалить. Вот. Матч исторический, опять же, думала, что не хочу я вообще, просто я вошла в раздевалку, уставшая, измученная, сказала, да пошел он, этот ваш мужской футбол, правда, было такое. Но сейчас без этого уже никуда. То есть мужской футбол в судьбе, в жизни женщины-арбитра сейчас должен присутствовать. Почему? Сейчас идет тенденция такая. И сейчас арбитры, женщины, наоборот, фавориты попасть на международные турниры. Как мистер Калина заявил, Пьер Луиджи, который мой самый любимый арбитр. Самый он, конечно, крутой. И арбитр, и как человек, и реально без короны. То есть, представляете, да, его величина, и он спокойно может узнать, подойти, Анастасия, как у тебя дела? Ой, вы прям знакомы? Да, конечно. Привет передавайте. Обязательно. И он заявил, уже неоднократно заявлял в своих интервью, что у арбитра нет пола. То есть это не мужчина, не женщина, это арбитр. Ой, пожалуйста. Что-то есть. Все для вас. Через шар. Давайте попробуем. Не, я смотрю, у нас нормальный уровень, одинаковый. Пока да. У меня должна быть фора. Сейчас будет смешно, если я не забью. Да нет, лузы больше. Да. Я же могла и 2. У меня была супер переписка, когда я готовилась к интервью, у меня была супер переписка с футбольным менеджером. Я там про тебя все узнавала. Говорю, слушай, а правда, что она там крутая судья? Да, правда. Я говорю, а правда, что она там будет судить мужские матчи? Он говорит, да, ты знаешь, если честно, я думаю, что скоро вообще бабы будут судить все мужские матчи. Я говорю, почему? Говорит, их тяжелее коррумпировать. Этот вопрос на самом деле тяжелый, в том плане, что понятно, что коррупция, все болельщики думают, что вот если судья ошибся, все, он там много денег взял и так далее. На самом деле тут даже не сложность в чем, все-таки большие деньги в клубах, да, то есть у них на кону Лига чемпионов, а там вы знаете, какие, когда команда отбирается. То есть там на самом деле пресс даже не в этом, а пресс
отберутся они туда, пройдут. То есть Лига чемпионов или Лига Европы – это разница большая и в деньгах, и продажа билетов и так далее. Вот. Ладно, Настя, ну деньги предлагали когда-нибудь? Ну как, конечно, вот так вот не говорили, типа вот, помоги нам, 2000 рублей. Нет, конечно. 2000 рублей. Да, просто, ну, там просили помочь, там, если будет возможность, там, вот у нас, нам нужно выигрывать, но тут арбитр понимает, во-первых, почему со мной все очень намного сложнее, потому что у меня есть международные, я арбитр ФИФА, то есть я не на такое, не то, что не пойду, я боюсь потерять свой бейдж, потому что если меня вдруг, не дай бог, да, в чем-то уличат, все, конец карьеры и получается всей моей жизни. Поэтому какие-то там деньги, мне важнее мое имя, мой статус, потому что я знаю, что завтра, пусть я сегодня заработаю там, да, 13 тысяч рублей, как нам платят по женщинам, но завтра у меня будет больше дивиденд. Почему? Потому что европейских матчей больше, оплата там совсем другая, и благодаря только международным выездам можно там себе позволить там машину хорошую, да, там какие-то там в отпуск съездить. То есть вот так вот просто с судейством пока прожить сложно. А тем более, если у кого семья, есть дети. То Это только у женщин или это везде так? Ну, и у зарплата имеется в виду? Да. Нет, у мужчин есть ставка. Вот. То есть у них как зарплата есть? Да, ну там минимальные оплаты. То есть вот зимой они как раз матчей же нету, то есть у них денежка идет. Я правильно понимаю, что профессия футбольного судьи нет вообще в реестре профессий? Все верно. То есть у тебя в трудовой книжке не может быть написано рефери? Нет. А это значит, что у вас нет пенсии? Ну, получается, что да. Милая моя, что ты будешь делать? Что я буду делать? Ну, найду чем заняться. Пенсионный-то возраст еще далеко. Погоди, но если получается, что за судейство женских команд платят ничтожно мало, а игры происходят, в общем, тоже не каждый день. Угу. Если нет трудовой книжки и нет, значит, пенсии, зачем ты этим занимаешься? Ну, потому что я люблю футбол. Но я не могу без него. То есть ты работаешь за любовь? Да, за то, что мне нравится. Ну, а как? Нет, это очень круто, но близкие могут не понять. Ну, собаку-то я точно свою прокормлю. Ирине Борисовне не помогаю. Вот. Ну, на самом деле, вопрос такой, конечно, если к нему подходить философски, то да, конечно. Я не представляю, как девчонки, имея еще и ни одного ребенка, да, там, как получается им непросто. Вот. Но, ну, может быть, мы реально фанатики, что ли. Но опять же, я не хочу, сейчас кто-то посмотрит и скажут, я не пойду в судейство, потому что там мало платят. Ну, все равно это нужно кому-то делать. И те, кто девчонки или мальчишки, не каждый же заиграет на профессиональном уровне. Ну, и пойти тренером, ну, у нас тренеров тогда будет больше, чем вообще Чем футбольных команд, да. То есть, как правило, как раз игроки идут в эту стезю, да, может быть, у кого-то получается, у кого-то нет. Ну, блин, ну как без футбола? Расходы, расходы, расходы. Съемки «Скажи Гордеевой» – это раз. Кружки детям оплатить – это два. Свадьба у друзей в этом месяце – 3, и это тоже расходы. Интересно, что думает об этом мой банк. Сейчас посмотрим. О, процент на остаток пришел, приятно, даже больше, чем я думала. И это еще не все. С картой Тинькофф Блэк у вас есть 3,5% годовых на счет, которые приходят каждый месяц. 1% кэшбэк с любых покупок по карте. До 15% кэшбэк на 3 из 6 категорий на выбор каждый месяц. А также до 20% кэшбэк на покупку билетов в кино или на концерты в приложении банка. Всегда.
Кэшбэк приходит настоящими рублями, а не баллами. А еще наличные можно снимать во всех банкоматах мира бесплатно. Деньги можно переводить в любой банк без комиссии. Если вы оформите карту по ссылке в описании и потратите в течение месяца от 5000 рублей, причем это может быть не одна покупка, а несколько любых, то 1000 рублей вам вернется обратно. Торопитесь. Акция скоро закончится, а ссылка уже есть в описании. Слушай, вот все девочки, ну, по крайней мере, всем девочкам родители покупают, ну, там, розовые эти бантики, куклы, и все должны играть в посудку, ну, или на худой конец в доктора. А как получилось так, что вместо этого ты играла в футбол? Ну, на самом деле, я тоже играла в эти все игры. У меня есть старшая сестра, и мы с ней там в пупсиках, в куколок играли. Вот, шили одежду, потому что как раз мама умеет шить, нас учила. Вот. А так получилось, что у меня, во-первых, папа военный, поэтому детство было такое спартанское. Жили в военных городках, как правило, и общались, все время на улице проводили время. И получилось, что в основном все-таки в друзьях у меня были мальчишки постарше. Мы, естественно, играли в салки, в прятки и в футбол. Ой, салки, какое слово, салки. 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 Догонялки. Ну, догонялки. Класс. Переехав в Москву в 1989 году, мы с сестрой провернули такое дело. Наверное, 3 года мама не знала с папой, чем я занимаюсь. Втихушку она договорилась с тренером по карате, у нас в школе был. Тогда это было очень модно, 89-й, 90-е, это подпольные эти клубы карате. Она договорилась, чтобы меня приняли, потому что у него был перебор, и он говорит: ладно, приведи, посмотри, если нет, то извини. И я осталась. То есть у меня стало очень хорошо получаться, и на тот момент, если бы я пошла дальше, то я думаю, что я бы в боевых искусствах тоже могла, потому что именно был самый расцвет. Девчонок не было, меня всегда ставили спарринг с ребятами, они меня мутузили, меня просто... Вот, может быть, как раз характер и закалился, потому что когда получаешь люлей от взрослых пацанов, взрослее тебя, силы неравные, тем самым, наверное, вот я стала такой немножко закаленной и умею держать удар. Ты мамина дочка или папина? Точно папина. Почему? Потому что у нас было разделение: старшая сестра мамина, я папина, ну и я офицерская дочь, поэтому он меня везде с собой таскал, да, и бывают моменты, когда не хватает его. То есть он был самым важным человеком? У меня, да. Почему? Потому что больше времени все-таки я с ним проводила. И когда мама что-то там меня ругала, я почему-то бегала к нему и жаловалась. То есть, ну да, наверное, у нас именно так разделилось, что я его. Офицерская дочь — это что значит? Какие-то обязательства накладывает? Дисциплина. Угу. Быстрый подъем. Да. У меня звенит будильник, я все. То есть мне вот этого нет. Вот полежать, там, сейчас. Нет. Все, встала, все. Справедливость, вот он меня, наверное, к этому тоже. То есть прям вот, ну, я не люблю, чтобы что-то, если не по-честному. Все должно быть по чесноку. Ну и характер, да, потому что все-таки армия, она оставляет след. Ты бы хотела служить в армии? Все детство мечтала. Я всегда брала там у него фуражки, там, понятно, они были большие мне. И вообще я, честно, до какого-то времени я очень хотела пойти в армию. Возможно, это звучит очень так странно, но глядя на папу, да, я прям все. Даже, по-моему, я в детский сад не ходила какое-то время. Он меня брал с собой в часть военную, отдавал меня там курсанту какому-нибудь. И да, пока он там делал свои дела, мы ходили на стрельбище, мы ходили там на физподготовку. Я безумно вспоминаю, у меня эмоции такие, да, незабываемые. Когда меня в казарму привели, посадили с ними, положили вот всю еду, тогда мне казалось, что
как вкусно и как много, ну, очень хорошее питание было, потому что там, ну, порции огромные, может быть, потому что я маленькая. Если есть у них, были какие-то соревнования, спорт, рота тоже была, я сидела, смотрела, там, либо рядом, либо там с мячиком что-то делала. То есть спорт был реально везде и всегда рядом со мной. Обычно мужчины же порезче реагируют на женщин в футболе. Вот папа что сказал? Ну, во-первых, я достаточно рано ушла из дома. Ну, как ушла? У меня постоянные сборы, переезды, там, турниры. Вот, то есть мы редко виделись, но он всегда был на моей стороне, потому что он знает, что это такое. Да, это не женский, да, вид спорта, но тем не менее он понимал, что лучше в спорте, и тем более у меня получается, по крайней мере. И когда он меня увидел впервые по телевизору, мне кажется, он даже прослезился, потому что, ну, гордость у него была прям вау. Ну, у нас, видишь, такое патриархальное общество, когда, с одной стороны, женщины могут укладывать асфальт, да, с другой стороны, женщина не может служить в армии, женщина не может играть в футбол. То есть получается, что ты все время делала что-то, что не должна делать женщина. А тебя за это где-то кто-то обижал, оскорблял, как-то высказывал свое недовольство? Ну, не недовольство, я повторюсь, что все-таки мы сталкиваемся по жизни с этим где-то, да, вот на прием на работу, да, все равно почему-то смотрят больше на мужчин, не знаю почему. То же самое, допустим, сталкивалась я неоднократно, почему-то мужчинам дают более удобные места в самолете. Да ладно? Да, это доказано. Офигеть. Я не знаю, может быть, они... Ну, может быть, потому что работники аэропорта в основном женщины, как правило, сейчас и мужчины. Ну, вот я не знаю, почему-то мне все время... Либо я так попадаюсь. Это какая-то новая статья дискриминации, я об этом никогда не слышала. Но я надеюсь, что работники аэропорта... Нас услышат? Да, и все-таки, может быть, это реально мой стереотип какой-то будет. Ты пацанка. Вот так тебе говорили? Да, но я этому не обижалась. А то тебе нравилось? Нет, мне не нравилось, но я просто росла с мальчиками. Я играла в футбол, я играла в хоккей. То есть я везде была с пацанами. Я во И дворе. они к тебе относились как к равному? Да, и тебя это устраивало? То есть не как там девочка с нами, а как наш парень? Ну, не парень, а наша. Ты наша. Или там, допустим, поиграть в футбол за старших ребят. Они, о, Настюх, пошли поиграем. Там, да, буду. Там, придешь, приду. То есть, в принципе, да. И сестре это иногда, ну, я говорю, она прям злилась. Почему? Потому что красавчики были у меня. Очень забавная история. Звонок в дверь. Мы дома, соответственно, все. Сестра открывает дверь, и она говорит, стоит высокий, симпатичный молодой человек, прям вот, ну, лет 25. Она говорит, ко мне пришел. На что молодой человек говорит, извините, а Настя дома? И мне потом сестра говорит, что это такое? Это что, ну, откуда такие знакомства? А чем отличается российская система судейства от международного? Как устроена судейская комьюнити? Ты получаешь назначение на матч, условно, там, Лиги чемпионов, да, встречаются там Бавария, Аякс, например, женские. То есть как это выглядит? Нам присылают авиабилеты, очень комфортабельные, бизнес-классом. То есть это уже, ты едешь уже как... То есть тебя уже сложно подкупить? Бизнес-классом-то, мне кажется, навряд ли кого-то можно подкупить. Но это так устроено европейское... устроено, если ты едешь на европейский матч. То есть все, тебя встречают, проживаешь в гостинице, везут на стадион, судишь, и также ты едешь домой. Понятно, оплата совсем другая, то есть это вот именно... Сколько платят за такого уровня матч? Вот Бавария-Аякс, мы за него уцепились. Можно я не буду говорить цифры, только скажу, что на порядок выше, чем в России. Анастасия, вы уходите от налогов? Почему вы скрываете суммы? Нет, я плачу все. Вот, но опять же... Ну, порядок, это там несколько сотен долларов, несколько тысяч долларов или несколько десятков тысяч долларов? Нет, не несколько тысяч евро. Чуть меньше. Чуть меньше, чем несколько тысяч евро? Да. Понятно. Вот, соответственно, уже совсем другой статус и, естественно, финансовое положение. Что касается, опять же, инфраструктуры в Европе, да, мы сейчас потихонечку пытаемся их догнать в том плане, что девушкам дают большие стадионы,
какие-то, да, красивые, новые. Потому что раньше мы играли на таких полях, что ходить было опасно. Ну, Ну, блин, это реально, правда. реально как-то борьба за права Ну, это человека. правда, То есть да. вы недолюди, вы можете потренироваться и здесь. сейчас любая сборная, неважно, если по рейтингу она внизу, вверху, то есть все равно большие стадионы, обычно какие-то известные, новые. Вот. Если брать, как устроено, там, например, сборы, да, потому что судьи все равно же, это, тоже мы же обязаны еще и в Европе сдавать и нормативы, и правила игры. До пандемии мы все время 2 раза в год выезжали на подобные мероприятия, куда они определят, в какую-то страну. Мы все там собирались, судьи, у нас был двухдневный или 3-дневный сбор, сдавали физподготовку, правила, у нас было очень много теории, видеоклипов, то есть прям учились. Если брать FIFA, там, конечно, топ вообще уровень. То есть ты едешь туда, ни о чем не думаешь, ты только берешь с собой вещи, которые, в чем будешь бегать, в чем судить, карточки, свистки, остальное все тебе дают. У тебя в номере ждет большая сумка, там лежит все, от шлепок, купальников до куртки. Я не знаю твой размер. Да, мы заполняем формы специально, да. То есть ты экипирован, шикарные отели, питание, но это вот именно, ну, потому что это FIFA, то есть представьте, со всего мира, со всей планеты слетаются разные расы девушки или мужчины, и проводим сбор. Сборы смешанные, мужские, женские, или раздельные, судейские? Раньше были мы вместе с мужчинами. Сейчас почему поделили? Ну, во-первых, пандемия, сейчас мы будем это все онлайн делать, проводить, то есть мы уже никуда не летим. И у мужчин сейчас идет подготовка к их чемпионату Евро, а у нас идет подготовка к нашему чемпионату Евро. И поэтому сейчас нас разделили и хотят сфокусировать именно, чтобы мы не отвлекались. А как в России? В России также у нас сборы, тоже пока мы не сдадим нормативы, теорию, мы не имеем права судить матч. То есть у нас просто проходит это, как правило, ну, вот у девушек это в Москве всегда проходило, потому что, правда, проще со всех городов собрать. У мужчин либо Москва, либо Сочи, ну, в зависимости от погодных условий. А какой порядок цен на русские матчи, если ты судишь? Если у женщин брать, то в поле, если ты главный арбитр, 15 тысяч рублей, и 7,5 ассистент, и 1000 рублей резервный. А мужские матчи? Ну, мужские, там, премьер-лига, там, 100 с небольшим в поле, 50, по-моему, ассистент. Ну, то есть, ну, конечно, если сравнивать женщин и мужчин, да. Ну, и там и денег больше в мужском футболе, чем в женском. Ну, то есть тоже такая дискриминация, в общем, получается. Честно, спрашивая и там, общаясь с девушками из других стран, у нас не так все плохо. Потому что в некоторых странах вообще дают там $100, и ты должен и проехать, и прожить, и поесть. То есть там, ну, правда, до смешного доходит. Но если, например, ты судишь игру где-нибудь в русской провинции, как ты туда добираешься, как это вообще все выглядит и сколько это стоит? А провинция – это что для вас? Все, что не Москва, а так обычно у нас говорят. На самом деле тоже у нас все поставлено. Конечно, не бизнес-классом мы летаем. Нам берут либо авиабилеты экономического класса, либо поезд, купе, либо сидячий, если там хочется в Питер на Сапсане, почему бы нет. Вот. Мы также накануне приезжаем бригадой, нас расселяет команда в тот или иной отель, там, поближе, как правило, поближе к стадиону, потому что... Ну, тут уже не звучит прилагательное «шикарный». Ну, у каждого свои возможности. То есть я сейчас не буду называть клубы, но есть, которые шикарно селят, супер. Есть, которые, ну а что делать? Ну, в провинции не всегда есть 5 звезд. Какой клуб оплачивает поездку судьи? Тот, который принимает, или тот, который приезжает? Расходы на билеты на поезд нам берет Российский футбольный союз. То есть мы добираемся за их счет. А проживание и питание уже за счет команды. Принимающий. Да, но сейчас я тоже слышала, что идет тенденция к тому, что хотят поменять, чтобы все Российский футбольный союз контролировал, чтобы команды вообще никакого отношения. А в УЕФА и ФИФА как? Там кто платит за отель? Там билеты УЕФА, ну или ФИФА,
Отель, если мы, например, приезжаем на матч там, сборной или Лиги чемпионов, то федерация. То есть клубы не имеют никакого отношения, то есть федерация футбола. Как мужчины, судьи, воспринимают приход, в общем, в их вотчину женщин? Ну, сколько вот я сталкиваюсь. Ну, во-первых, я многих знаю ребят из премьер-лиги, они меня знают. Мы в свое время сталкивались и на сборах в России, когда был Роберто Розетти нашим руководителем. Тоже, между прочим, классный. Мужик? Ну, итальянец. Ну, так как Алина итальянец. Да? Вот. Ну, наши мужчины тоже неплохие. Вот. И с ребятами у меня отношения, ну, по крайней мере, я не чувствую от них, что там, о, блин, пришла, что ты тут забыла. Мой хлеб отнимаешь. Да, пока я у них ничего не отнимаю. Я была максимум 3 раза резервным арбитром премьер-лиги. То есть там... А резервному тоже платят? Да, там хлеб купишь, но не это. Что кричат женщине? Из последнего. Судья вспотел, но это почему-то всем кричат. И я не понимаю фишки в этой там. Судья вспотел, судья вспотел, судья вспотел. Да, я потею, потому что я бегаю. Вот. А так из смешного: покажи фанатам сиськи. Хей, хей. Да, вот. Ну, если бы так было просто. Вот, поэтому, ну, на самом деле, я говорю, не всегда слышишь эти кричалки, потому что у нас коммуникационная система, и я слушаю, что мне говорят ассистенты, нежели что кричат болельщики. Матом орете между собой в коммуникационной системе? Используем, но не для игроков, да, там понятно, что мы не имеем права. А я могу выругнуться, потому что футбол эмоциональный очень. И для вот этого вот, я не знаю, для куража иногда могу сказать, блядь. Или мне могут сказать, блядь, Настя, беги, 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 ну, за атаку. Ага. То есть тем самым подогнать. То есть это, ну, рабочий момент. То есть в этом ничего, я не стесняюсь. То есть тем более многие на нем разговаривают даже. У тебя ассистентка Катя, ты с ней всегда работаешь? Сейчас, да, потому что мы с ней были кандидатами. И сейчас опять у нас новый этап. Новый отбор надо пройти 3-летний в Новую Зеландию и Австралию будет женский чемпионат мира следующий. Мы с ней опять в дуэте, вот, чему я очень рада. Это важно, кто твой помощник? Очень. Чем? Во всем. Начиная от путешествия на матч, поездки на матч, заканчивая быт, уже привычки мы знаем. Знаем, когда что-то нужно сказать, когда не нужно, когда промолчать. То есть это уже, ну реально, это как вот, ну не семья, а как, ну прям близкие люди. То есть мы про друг друга уже все знаем, и у кого когда плохое настроение, хорошее, и в работе также. То есть иногда есть моменты, когда я говорю, Кать, мне нужно что-то, давай нам. Или наоборот, Настюш, все, молодец, красотка. Ну то есть она чувствует это. Да. Слушай, ну помимо там наличия отсутствия сисек, женский футбол и вообще женский спорт от мужского отличает наличие отсутствия месячных. Как вот судья, у которой матч, или игрок, у которого матч, и понимает, что сейчас еще будут месячные, что делать? Все как обычно. Вы на работу не ходите в этот день? Ну, сил-то поменьше. И что, извините, я немножечко... Нет. Ну, у всех, наверное, так, у многих. Ну, у меня болезненно проходит. И, соответственно, обезболивающее. Как правило, у меня, то ли карма у меня такая, у меня очень часто совпадает именно матч и нормативы, сдача нормативов. А сдача нормативов, это, естественно, ты должен на максимум пробежать, выложиться. То есть там, получается, ты борешься со всеми, с этими месячными, и с усталостью, и с болью. Вот. Поэтому, ну, то есть ты не можешь отменить матч. Извините, я приболела. Нет. А отменить месячные, там, гормональные таблетки, то все. А зачем? Ну, это же нормальный процесс. Я же не, там, я не знаю... Раньше, по-моему, делали это как? Только не отменяли, а, вернее, это факт доказанный, беременели. Вы не знали? Чтобы показать результат, женщина, когда на первой стадии беременности, у нее, видимо, выброс гормонов. Выброс, да, и они сильнее, быстрее. Вот. Я этого не делаю, конечно, потому что мне хватает своих сил. Вот, поэтому все обычно, как... Беременели, а потом делали аборт, соответственно? Ну, либо оставляли, потому что если ты становишься олимпийской чемпионкой, можно и родить.
под это дело. Вот. Капец. Ну, это на самом деле доказано, вернее, факт известный. Так, ассистент, возьми меня к себе. Я тоже Катя. А может быть, вы меня к себе возьмете? А куда нам брать? Я буду рулить. Хорошо. А у тебя Мерседес? На Мерседесе. Все шикарно. Коньяк будет. на Все, заднем класс. сиденье. Ничего себе у меня репутация. Никто на свете не любит судью. То есть ты живешь в ощущении, что тебя, в общем, все недолюбливают, и каждый Да ждет тебя. ненавидят, недолюбливают. Ладно, ненавидят. Вы эти выиграете, проиграли, эти ненавидят. Да. Зрители ненавидят в любом случае. И за Когда, тобой когда супер ничья, следят. обе ненавидят команды, представляете? То есть ничья – враг судьи. Какие это накладывает обязательства на твою частную жизнь? Сейчас достаточно уже я уже слежу за собой, да. Во-первых, где я нахожусь, с кем я нахожусь, потому что постоянно идет контроль, кто-то узнает. Нелегко. Когда узнают в хорошем плане, там, ой, Настя, привет, там, я тебя там видел, или там супер матч, да, как только какой-то плохой матч, еще что-то, все начинается. Во-первых, там пишут неприятные вещи, но это понятно, без этого никак. А То где есть пишут, в Инсте? у меня Инстаграм нет, у меня есть только ВКонтакте и Фейсбук, но я сейчас в ближайшее время, наверное, закрою все свои аккаунты, потому что, лучше без этого. То есть, к сожалению, больше плохого, нежели хорошего, да. И я стараюсь, конечно, не читать, но если кто-то там пишет, все равно обращаешь, вроде начинаешь читать, да пошел ты, а осадочек-то остается. Парни пишут, да? Все, почему? Все, да? И парни, и девушки, и мужчины, и женщины. То есть, в основном, конечно, ребята, потому что футбол все-таки больше мужчины интересуется. Вот, поэтому это нелегко. То есть надо следить за тем, с кем ты, потому что могут сфотографировать. Я имею в виду, что ты делаешь, да, там, допустим, сейчас, если тебя сфотографируют с бокалом пива, то завтра могут так это все завуалировано и сказать, Пьяная что ты... пустовой-то вышла на матч. Да, она нажралась. Хорошо, а как ты расслабляешься после матча тяжелого? Вот тебя там все обматерили, все сказали, что ты дура, ты ничего не знаешь, не понимаешь в футболе, плохо судила, туда свистела. И что ты приходишь, делаешь? Плачешь? Нет. У меня единственный раз были слезы. Прям вот один-единственный раз, и больше я сказала, что я никогда не буду. Это был я на чемпионате Европы была, у меня был очень неудачный матч. А это который вошел в учебники потом? Да. Он у меня был единственный и последний. То есть меня потом матчи не давали, мне так просто мурыжили. Я тренировалась со всеми, да, то есть матчи не получала, и это было психологически очень тяжело. И в один вечер, конечно, я не выдержала напряжения этого всего. Вот. Проплакалась, нормально все, и потом... это был хороший урок. Почему? Потому что после этого я более серьезно, что ли, стала относиться к этому делу. И тьфу-тьфу, у меня как раз поперло. То есть мне как раз я с боссом УЕФА имела разговор личный, и она мне сказала, что я специально тебе дала этот матч, чтобы Ты облажалась? Ты обосралась, сделала выводы. И, это как вот детей кидают в воду, выплывешь, не выплывешь, да, учат плавать. Также она говорит, будешь, закалит тебя, будет успех. Нет, то до свидания. А там что произошло? Ты карточку не дала? Там, на самом деле, очень плохая оценка у меня в итоге была. Там я не назначила пенальти. Я не удалила на 6-й минуте игрока. И надо было не засчитывать гол. То есть там очень все... Нет. 3 ошибки. Да, но это прям оценка, это кол, наверное. Вот. И... Да, возвращаясь к слезам, все, этот матч в памяти остался. А так, сейчас, после любого матча, это не секрет, на самом деле сложно лечь сразу спать. То есть все равно у тебя... Да, я думаю, невозможно. Да, у тебя ты что-то вспоминаешь, какие-то моменты. Если матч, к сожалению, не очень хорошо прошел, то ты анализируешь, думаешь, почему ты не заняла ту позицию, почему ты это не увидела, почему то. Ой. Вот. Когда хороший матч, особенно если бригада тоже крутая, то есть мы, опять же, это не секрет,
Можем там посидеть где-то, да, после матча. Пьете? Выпиваем, не пьем. Ну, есть кто и вообще категорически. А ты что пьешь, если пьешь? Лето – это пиво, особенно если есть возможность в сауну сходить или в баню. Это супер. Это даже чуть-чуть более такое восстановительное мероприятие. Вот. А так, зимой коньячок, вискарик, ну, что-нибудь такое. Вот. Ну, то есть это, я говорю, это не то, что... Ну, все спортсмены... Короче, без караоке. Ой, я пою ужасно. Это точно не мое. Ты много ешь? Нет. Нам нельзя. Пельмешки, блинчики? Блины, да. Ну, это ж углеводы со сгущенкой. Это полезно. А что, так можно? Да, это нужно. Спортсменам нужно. А нам? Ну и вам тоже. Ну, пореже. Нет, придерживаюсь здоровой пищи. Супы обязательно, мясо, потому что спортсменам без мяса никуда. Но в игровой день, конечно же, чуть-чуть все попроще. Куриный бульон, паста за 6 часов. Угу. И все, за 6 часов ты не ешь? Да, ну я люблю выходить злой и голодный. Кошмар, ужас, как волк. Да. Вот, а так, ну, сильно, конечно, сладкого не ем, потому что все равно фигуру надо. Ну и за весом следить, потому что нас также снимают параметры, мерят и процент жира. В Википедии написано, что ты весишь 55 килограмм. Нет, это наглая ложь. По-разному. Опять же, летом я чуть-чуть суши легче, потому что меньше хочется есть. Это зимой у нас организм хочет с такими морозами. Давай побольше поешь. Вот. А так, в принципе, у меня варьируется от 61 до 59. Но это вот прям вот когда очень сборы длинные, тренировки невыносимые. То есть там уже сдуваешься как бы, да, постоянно. Беготня, и летом и жара, и тоже, то есть летом проще скинуть. Ты паришься по поводу возраста, в том смысле, что у спортсмена карьера имеет возрастной потолок. Вот как ни крути. Я парюсь, если только по своему состоянию, потому что чем ты старше, тем все сложнее. То есть раньше я могла вообще не тренироваться, то есть я себя вспоминаю сейчас, 25, до 30 лет я, мне кажется, вообще особо не тренировалась, потому что у меня был запас как раз моего футбольного прошлого. Я могла себе позволить ничего не делать, выходить, судить. Сейчас, да, сейчас у меня, я не могу себе позволить двухнедельный отпуск на пляже с коктейлем. То есть у меня, если я еду в отпуск, первое, отель должен быть с джимом, с спортивным залом. Тренажеркой. И утром обязательно я оттренируюсь, и уже все. Сколько часов? Вот в отпуске сколько часов ты тренируешься? Ну, максимум 2, наверное. Это максимум. Вот. А так 1,5, если легкая тренировка, час. Каждый день? Один день выходной, в зависимости, если есть матчи. Соответственно, если матч, то 4 раза в неделю, я имею в виду. Бывает по 2 тренировки в день. Чем женский футбол отличается от мужского? Да ничем. Все то же самое. Что касается правил, размеры поля, количество игроков, все то же самое. Даже экипировка все то же самое. Да? То есть футболки, майки, шорты, гетры, щитки, бутсы. Единственное отличие, конечно же, в скорости, потому что все-таки женщина отличается от мужчин физиологически. Поэтому, возможно, он не такой скоростной, да, как мужской, но все абсолютно то же самое. То есть это различий нет. Но есть мнение, оно раньше было прям сильно распространено, и это было и на спортивных каналах, и на спортивных сайтах, и в газетах, что женский футбол – это недофутбол. Я считаю, что это стереотип, причем, наверное, больше в стране, потому что, как вы знаете, исторически, если интересуетесь, да, женским футболом, он вообще был под запретом. То есть в СССР времена категорически запрещалось женщинам играть в футбол. Считалось, что это травмоопасно, и вообще для женщины опасно. Ей нужно рожать детей,
ждать мужа с работы. То есть это реальный факт. Это не так. Почему? Потому что если углубляться в другие виды спорта, женский хоккей есть. Тяжелая атлетика есть. Я не говорю, что сейчас надо всем Есть бежать. даже метательницы молота. Конечно. То есть кто сказал, что это мужской вид спорта? Мужчины. Но на самом деле мужчины, опять же, возвращаясь туда, назад, в историю, воевали, а женщины что делали? Тоже воевали. Играли в футбол. Что в этом видавшем виды судейском чемодане? Вся моя судейская жизнь. Вся так моя сказать, жизнь. да. Ну, можно посмотреть? Да. Ну, на самом деле, я сегодня собиралась очень быстро, все-таки тренировочный процесс никто не отменял. Самое важное здесь, у меня здесь карточки, свистки, часы, манометры. А у каждого судьи свои? Ты их дома хранишь? Да, конечно. То есть здесь у меня очень много запасных, обязательно правила игры. А если вот эту сумочку ты забудешь дома, то что? Не может такого быть, но если забуду, то у моих ассистентов будет запасные и свисток, и карточки. То есть все равно мы берем дополнительные наборы, так сказать. Свисточки. Это что, для денег? Да, если бы... Нет, свисточек вот. Так. Можно, Ковид. Ого! Ничего Это себе. крутой свисток. Да я такой свисток в жизни не свистела. Так, карточек желтых сколько? Ой, у меня их много на самом деле. Вот сколько. У меня Это чистенькие, а потом можно стереть с нее? То есть ты написала? А я пишу не на карточках, я пишу, у меня такая есть специальная вот со старого матча осталась, вот желтая, за что? Здесь одна команда, пожалуйста, вот Байер и Аякс, Лига чемпионов. Да, так. Понятно. То есть на это никто ничего не пишет? Нет, я бы очень хотела подарить как сувенир, потому что у меня есть дополнительные запасные. Если... У меня будет карточка. Да, сейчас все будет. У меня будет карточка. И показывать только по назначению. Хорошо. Новенькие, прям новенькие. Вот. Ой. Красненькая. Ой, спасибо. И вот желтенькая. Ой. Ой, спасибо, Настя. Господи, боже мой. Да я же всю жизнь об этом мечтала. Я теперь буду дома так. Ну ладно, не Ладно, раскидывайтесь. всё, хорошо. Так, что еще есть? Ручки. А почему много разных ручек? Ну, под цвет формы все-таки мы немножечко от ребят отличаемся. Мы любим, чтобы у нас все было под цвет формы. То есть какая форма, такая и ручка. Да, и еще есть вот такой карандаш, когда очень холодно, ручка же замерзает, не пишет. И если дождь, тоже ручка на мокром не пишет, карандашиком можно вот как раз... Это вот на холодное время года. Есть какие-то приметы, которые, вот что какие-то слова, которые ты произносишь, прежде чем выйти на поле? Ну, мы за пару минут до выхода на поле присаживаемся со своими коллегами. Такая у нас минута молчания. Я даю наставления. Обязательно говорю, что я очень рассчитываю на их поддержку. То есть именно такое единение у нас. Вот. И тем самым мы чуть-чуть подбадриваем и уже выходим. Я не такой уж прям человек, который верит в приметы. То есть даже если у меня перед матчем черная кошка пробежит дорогу, я абсолютно спокойна, потому что у каждой черной кошки все равно есть где-нибудь белое пятнышко или волосик. Поэтому я в это не верю. Вот в футболе, да, он игрок. Игроки вышли на поле, игрок там. А в женском футболе? Также игроки. Не игрунья? Нет. То есть нет феминитива? Нет, игрок, судья, игрок. То есть там они мне говорят, товарищ судья, я им говорю там... Товарищ игрок? Нет, номер 5, аккуратно. То есть даже приходится по номерам, чтобы они понимали, что именно ей или ему я обращаюсь. Ты когда смотришь вот игру и судит мужчина или женщина, чем отличается стиль? Ну, есть же какой-то общий почерк? Нет. Нет.
Каждый арбитр индивидуален по-своему. То есть нельзя сказать, что у него жесты как у Калины, она бежит как Пустовойтова, ой, смотри, там показ карточки как у Розетти, там, ну, то есть можно Бибианы, там, то есть нет. У всех это реально индивидуальность. То есть мы не можем кому-то... я даже, наверное, не смогу там что-то... Но арбитры делятся на тех, кто дает много карточек, до тех, кто как бы терпит до последнего, нет? Это как тебе игра сама. То есть ты выходишь на матч, ты не знаешь, как он закончится, ты не знаешь, сколько ты покажешь карточек, назначишь пенальти. То есть вот ты даешь первый свисток на старт и понеслась. Возможно, у тебя на первой минуте может там сразу уже и удаление быть, а возможно, тише гладь. То есть тут также ты можешь сама испортить это течение. Да? Почему? Например, ненужный свисток, не даешь побороться, а команды хотят поиграть в хороший английского плана контактный стиль. футбол, да. Вот, вроде начинает градус, там, алло, дай поиграй, реф, отпусти, что там, не надо свистеть. То есть бывает такое, правда. И ты можешь тем самым этими свистками как раз и немножко подпортить, начинается вот это вот, все начинают волноваться, и может привести, к сожалению, тоже не всегда к хорошему. Вот, поэтому сегодня я буду судить прям вот каждый фол, нет. Или там, ладно, ребят, поиграйте. То есть ты не знаешь, правда, это вот прям может поменяться. Сначала все спокойно, а потом вау, Есть команды, которые ты боишься судить? Ну, то есть у тебя уже была какая-то предыстория, и ты вот знаешь, что сейчас вы выйдете, и опять начнется. Нет, страха никакого нет, а зачем их бояться? Хорошо, не хочешь, не хотела бы, ну вот так уж выпало. То есть у тебя с этими командами есть предыстория неприятная? Нет, у меня ни с кем, ни с одной командой приятных, ну, то есть неприятных историй не было. Почему? Потому что я даже не знаю, если они проиграли, это ж не моя вина, что они не могут забить на один хотя бы мяч больше, чем соперник. То есть такого, слава богу, нет. И я очень надеюсь, что в моей карьере никогда не будет такой команды, что типа все, только вот не она. Нет, слава богу, прям чур меня. Так, смотрим дальше. Значит, правила игры здесь. Да, на русском, на английском языке, да, если за Ой, границей. это кто у нас? Это вот мой, как бы на удачу, иконка, понятно, и везунчик, так сказать. Это... Которого на удачу можно достать? Да, пожалуйста. Но он такой уже, он очень у меня древний, поэтому главное, чтобы он не Это еще рассыпался. со времен футбола? В смысле, Нет, с игровой карьеры? Нет, как только я начала судить, вот он у меня вот прям вот такой. Хороший. Какой? Игрунчик? Везунчик? Везунчик. Так, наверное. Наоборот. Ноги на голове. Вот это, да, голова, а вон ноги. Ой, какой хорошенький. Ну, сиди там. Да. Все, так, сколько форм? Обычно 3 комплекта. Перед игрой мы, естественно, узнаем цвета команды. Вот. Я сегодня, наверное, буду в красной, потому что у нас одна команда белая, другая синяя. Могу желтый, в принципе, могу. Не знаю, почему-то хочется сегодня быть леди in red. А вам никто не регламентирует, то есть судья в такой-то форме? То есть какую хочешь? Нет, если на уже уровень такой, особенно международный, у нас достаточно заранее приходит уже полностью каунтдаун, то есть когда кто приезжает, во сколько матч, разминка и форма уже команды, в какой вратаре, и уже у судьи есть определенный цвет. То есть мы не выбираем, нам уже говорят, что вот сегодня вы будете там в голубой. Так, у меня еще есть эмблемочка. Только единственное, она 2020 года, потому что 21-го нам еще не выдали. Вот. Типа referee. Да. Так, клеим я могу приклеить. Не надо. Не надо. Клеим там, где сердце. А кайфово было бы, если бы у судьи была юбочка. Вот я говорю, у Аргентины, у девочек шортики, но впереди юбочка. Но у нас многие девочки все-таки, и разные же комплекции, просто не пойдет. Допустим, высоким девушкам не пойдет юбка. Им наоборот нужно подлиннее шорты. Они берут мужские как раз шорты, потому что неудобно. И наши не любят, чтобы ножки были голенькие. А эти прям кайфуют.
Ну, теннисисток же у них велосипедки, здесь сверху юбочка. У нас, вот, у меня не видно же велосипедки. Ну да. Короче. Ага. Нас за это немножечко ругают. У нас должен быть внешний вид. Да, очень это. Все должно быть. Шнурки, знаете, как на шиповку завязывать? Как? Ну, вернее, завязывать-то вы можете это, чтобы они не развязывались. Как? Продевать вот сюда. Ух ты! Да, потому что если у судьи развяжутся шнурки, когда он их завяжет? А нельзя прервать игру, сказать, извините, Нет. шнурки. А как? Ну, футбики завязывают, шнурки. У нас я видела. было несколько смешных случаев. Ну, слава богу, не у меня, потому что я уже увидела вживую это и всегда теперь так завязываю. Судья, женщина, шнурок развязался, ну и штрафной удар, пока стенку выставляла она зашла за стенку, ну пока там, Люсь, там сколько еще, там левее, правее, да, она там за стенку села и давай. И так завязала, вообще никто не понял. Так, ну я сегодня возьму всего лишь 2 карточки. Девочки-то, я надеюсь, будут приличные. Так, желтый вот сюда, чтобы раз быстро достать и все. Так, блокнотик. И 2 красные ручки. И монетку еще надо. А монетку зачем? А, чтобы они кто Ну, первый конечно, играет. кто? А где монетка? Кто выиграет жеребий, что выбирает? Ну, кто Нужно сбрасывает выбрать. мяч. Сбрасывает? Ну, выбрасывает. Это шайба, хоккей? Сбрасывает. Может, кто? Начальный удар? Да. По новым правилам сейчас ты можешь выбрать как начальный удар, так и где ты начинаешь, половину. А, да? Раньше были в правилах только начальный удар, а сейчас уже можно и так, и так. А что это не изменили? А вот много изменений. Почему не меняют правила? Потому что футбол все усложняется, то есть, допустим, даже если брать вне игры, да, положение вне игры, сейчас уже... А что, теперь вот, новые? Вот так, ну, я имею в виду, что сейчас с появлением ВАРа уже даже вот такие вне игры. Вот, но зато с игрой, если мяч попадает игроку-защитнику в руку и отлетает к нападающему, который стоит вовне игры, то есть сейчас по новым правилам мы считаем, как будто он сыграл любой частью, даем преимущество, если забивает гол, то это гол. Да? Мне не нравятся новые правила. Я за старые. Вот я считаю, что не надо Конституцию менять и правила футбола. Ну, может быть, верно. В мужском футболе, чтобы парень, начав заниматься футболом, попал в топ of the топ, у него шанс 1 из 370 тысяч. У девчонок шанс 1 из 40. То есть ты просто тупо пришел играть, и ты сразу попал в сборную. Почему так? Ну, не сразу в сборную, все равно надо. Ну, через 40 человек. Ну, это, извините, практически 40 поделите на 11, это практически 4 состава. Еще попробуй туда, пройди. Ну, 370 тысяч человек в очереди, Ну, это все-таки понятно, побольше. да. Да? Ну, опять же, все к чему? Потому что мальчишки больше играют, у них больше конкуренции. То есть у нас пока сейчас конкуренции не так много у женщин. Что делает футбольный судья зимой? Тренируется. Матчей нет. Матчей нет. Во всех лигах пауза в чемпионате. Женский чемпионат, к сожалению, не такой длинный, как у мужчин. То есть женский чемпионат уже закончен. У мужчин сейчас будет рестарт как раз в феврале, в марте. Поэтому только тренируемся. И если будут товарищеские матчи какие-нибудь, обязательно... Зовите. Да? Значит, зимой игр мало, тренироваться одной дома скучно, делать особо нечего, поэтому мы позвали Настю Пустовойтову, судью международной супер-пупер категории, судить любительский, товарищеский матч по женскому футболу между двумя суперкомандами. Чему я очень рада. Winterland whisper in my ear, make my troubles all disappear. Maybe on this wicked black, I feel the soft side, right under the warm sun in his hands. I'll let my feet roll, I'll break
cry for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Ты дома смотришь футбол? Смотрю, если есть время, да. Но, опять же, мне сложно его смотреть. Я смотрю не за игрой, а за судьями. Блин, мне неинтересно тогда. То есть ты не кричишь, давай. Нет, я, как правило, ни за кого не болею. Там, допустим, если матчи Лиги Чемпионов, мне просто интересно посмотреть на команды. И вот и я только... Тем более, если я знаю этих судей, да, там все равно знакомых очень много. И переживаешь за них. Самый крутой матч футбольный, который ты видела в своей жизни, неважно, по телевизору или на стадионе? Ну, если сейчас вернуться в недавнее прошлое, это, конечно, финал чемпионата мира женского во Франции. Что там было? Америка, Нидерланды. Там полностью был стадион битком просто. Мы не могли поговорить между собой. Потом, когда они вот это затянули, equal pay, это просто вообще прям до мурашек. Ну и сама атмосфера. То есть не было такого, что там одна команда атакует, все там болеют, вторая там свистят, да, там. То есть было все френдли, было на высшем уровне, все, правда, вот не было такого, что там просто вот одно целое, вот этот весь стадион. То есть они болели фактически не за какую-то из двух команд, которые вышли в финал, а они болели вообще в целом за женский футбол. Да, и это был прорыв, потому что реально сколько людей посмотрело, сколько было болельщиков. К сожалению, в России не так сильно об этом говорилось и показывалось, вот. Но это было... Пока это самый лучший женский чемпионат, мне кажется. Давай сделаем ставки. Через сколько лет мы сможем с тобой пойти на стадион так, чтобы было трудно купить билеты на женский футбол? В России? Угу. Ну, сейчас все подумают, что я... Топишь за своих? Скептик, да. Не, наоборот. Наоборот, скептик. Ну, опять же, быть честным. Хочется, конечно, чтобы прям как можно быстрее встать в очередь. Но мы будем смотреть на вещи реально. Я думаю, что для начала нам надо чего-то добиться, то есть показать свой уровень там. Угу. То есть здесь понятно, здесь мы можем привлечь интерес внутри страны, но чтобы совсем прям вот как в Америке, да, это же первый вид спорта, я имею в виду сокер, не мужской футбол, а женский. Там они повыигрывали все, ни один чемпионат мира. То есть там прям Dream Team. Вот, поэтому, ну, не скоро. Но будем стараться. Ладно, я представляю себе, как мы такие старенькие с тобой. Я на кресле каталки. Нет, я приду своими ногами. Но главное, чтобы мы различали игроков. Кто самые крутые игроки в российском женском футболе? Давай топ-5. Лучший защитник. Лучший защитник из «Локомотива» Беломыцева. Так, лучший бомбардир. Олеся Курочкина. Лучший вратарь. С вратарями сложно. Не, ну у нас правда хорошие вратари. Почему в российском женском футболе так мало трансферов? За границу имеется Ну в да. виду? Ну, потому что, наверное, за границу идут из топовых чемпионатов, я имею в виду уже из таких топовых и сборных. То есть, если говорить сейчас о чемпионате Франции, например, да, то там своих, во-первых, очень много. Из ближайшего зарубежья. Ну, наверное, девчонки еще не так на слуху. То есть, опять же, нужно что-то выиграть, чтобы быть на виду. Я надеюсь, что наша сборная отберется на чемпионат Европы и как раз будет себя показать где. Надя Карпова – это наша гордость? Ну, то, что Надежда уехала в Испанию, это уже супер. Почему? Потому что у нас мало игроков, кто поиграл за границей. Я знаю, что она сейчас травмирована, и надеюсь, что она наберет в скором времени форму, и, может быть, даже и в сборную вернется. То есть я всячески желаю ей успехов. И, ну да, сейчас она крута тем, что играет там. Только этим? Нет, ну она и игрок хороший.
take me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing moves, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Аккуратно, играть! Let me know when I get closer. Родители часто боятся отдавать девчонок в футбол, потому что считается, что вот пошла она в футбол, а вернулась лесбиянкой. Ну, правда, это уже иной раз прям иногда бесит этот вопрос слышать, да? Это уже становится клише. Посмотрите, как у нас сейчас выглядят игроки. В мое время, когда я играла, мы были стрижены, потому что у нас вырастил двор, да? А здесь, посмотрите, какие красотки. То есть тут иногда даже можно и не понять, что она играет в футбол. Это дело каждого. И если мы берем эту тему, она встречается в любом виде спорта, ну, во многих. Она Да, и в жизни, в общем, встречается. Где? И в жизни. Вот, можно выйти на улицу, можно, да в любой индустрии, да, то есть тут... Но нет такого, что как бы в футбол идут девушки ЛГБТ. Ни в коем случае. Зачем? Очень много идут, допустим, если там старший брат играл, да, или там папа, мама, из разных видов спорта приходят. То есть это, опять же, прям клише, вот как вот мы приезжаем за границу, и нам говорят, русские пьют водку и медведи ходят, да? Это смешно, но на самом деле понятно, что после чемпионата мира все развеялось, и многие уже поняли, что это далеко не так. Поэтому я очень надеюсь, что этот вопрос в скором времени отпадет. Сейчас 21 век, мы не можем кого-то там, да, что-то запрещать кому-то. То есть это выбор именно девочки, мальчика. То есть эта тема, ну, правда, уже надоела. И какая разница, кто с кем встречается, кто с кем живет, кто... Ну, то есть это личное дело, и оно должно быть приватным. Но есть ли в России какие-то ограничения с этим связаны, ограничения, которые, возможно, накладывает федерация там, или еще что? Потому что в Америке или в Европе мы слышим о том, как девчонки пары переходят, то есть трансфер парный. В России мы таких историй не слышим, мы даже ничего не знаем про то, кто там из них с кем встречается и какие у них отношения. Ну, в России мы не слышим, почему? Потому что все-таки не нужно это афишировать. Опять же, мы не Америка, да, то есть у нас исторически заложено, что мужчина, женщина, муж, жена, да, там дети, то есть это уже исторический факт. Там, да, там все это проще, там даже могут и засудить, да, если тебя будут принижать твои какие-то, да, там интересы. Вот, поэтому я думаю, что девчонки и мальчишки в России более аккуратны, наверное, осторожны в этом плане. Кто имеет отношение к тому, какого судью выберут судить тот или иной матч? Как происходит, если это международный? Сначала, значит, определяется, какой матч, да, назначается делегат матча, это кто следит за порядком на стадионе, болельщики. Потом инспектор матча, кто оценивает судей. И уже идут назначения на матч команда арбитров. Не должно быть... Я не могу судить Россию, например, да, ну, потому что я из России. Сейчас ограничения с Украиной, как у них, так и у нас. И, соответственно, назначение делает комиссия, кто отвечает за назначение. Черт. Сейчас я тоже блесну. Там только надо, чтобы это, когда забивали. Я все. Вот это не надо. Я все. Да, вот это не нужно. Мне микрофон мешал. Я попробую туда, в дальнюю. Давай. К елочке. Елочки. Есть. Спасибо. Тренируйтесь. Веришь ли ты, что когда-нибудь президентом РФС в России будет женщина? Да. Хотела бы ты быть этим президентом? Нет. Почему? Ну, потому что это непросто. Ну, я смотрю, что ты, в принципе, не ищешь простых решений. Ну, тогда, если да, то с крутой командой. Какие бы первые 3 нововведения или изменения ты бы привнесла?
3. 3. Футбол. Да. Российский футбол. Ну, точно, ну, опять же, это и идет к этому, чтобы у каждой команды премьер-лиги была женская команда, даже если это Грозный, даже если это там Анжи, может быть, вернется в премьер-лигу. То есть даже вот такие не очень френдли для женского футбола города, я не хочу их сейчас обидеть. Да и для женщин в целом тоже чего. Да, но там реально играют все равно девчонки, есть команды и сами играют. Вот, то есть это точно вот было бы первое, прям вот чуть ли не прям прописала бы нет, идите из премьер-лиги, следующий. Ну, то есть, ну, правда, это круто, когда у тебя есть... Почему? Потому что, опять же, сейчас смотреть, что происходит там, Манчестер Юнайтед, Челси, если говорить об Англии, каждый клуб уже имеет женскую команду, и это круто. Это точно бы, вот прям вот так, железно. это первое. Все-таки, наверное, постаралась, не уравнять зарплаты, да, мужчин и женщин, потому что это... А почему бы и не уравнять? Ну, тогда мужчинам урезать. Я не против. Вот, то есть все-таки... Нет, подожди, почему за те же самые 90 минут на поле с теми же самыми нагрузками и с теми же самыми задачами отобрать мяч, не отдать его, добежать, забить? Ну, в целом, так же это выглядит. Почему за то же самое женщины получают меньше, чем мужчины? Ну, вот, допустим, теннис же, он же... Ну, это индивидуальный вид спорта, понятно. В теннисе там все типа одинаково. В теннисе, да, там, если ты выиграл большой шлем... И мужчины тоже уже научились так кричать, как женщины в теннисе. Да? Они тоже подтягиваются, да. Ну, в общем, это финансовый вопрос, конечно, такой непростой, но надо тоже с этим делать. Почему? Потому что... Да и вообще в спорте спортсменам надо платить по заслугам. И неважно, хоккей, футбол, теннис, волейбол. Это не просто быть спортсменом или спортсменкой. Вот. Так, и третье. Что бы я еще третье-то сделала? Господи. А сейчас же вот выйду из студии и... Давай, мало ли как жизнь-то обернется, а у тебя уже план. Давай, план. Так сейчас еще и, как скажут, давай, приходи. Ну, наверное, постаралась бы, чтобы все-таки футбол был не только там с 5 класса в школах, да, а, наверное, более глубокое внедрение там помимо школы, как вот в Америке это работало, институт, то есть в каждом университете у них есть команда, и даже не одна. То есть, возможно, наверное, и в студенческий бы внедрила бы мир побольше футбола. То есть нам нужно его как-то быстро постараться развить. Если бы ты могла выбрать, кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Нет, это сложный вопрос, причем круто. Я не думала, что так прям... Что можно выбрать? Значит, скажу так. Ну и вообще, как я себя чувствую, вот сейчас, сидя в этом кресле и анализирую все женщиной, я добилась уже чего-то, и я надеюсь, еще добьюсь. Потому что, будучи мужчиной, навряд ли бы я стала футбольным арбитром. И у мужчин намного сложнее пройти тот путь, который сейчас, который я прошла и чего-то добилась. Да нет, круто быть женщиной. Чем базово мужчины отличаются от женщин? Базово? Не, без этого. Мне кажется, женщины все-таки больше ранимые, больше такие нежные создания. Мужчины все-таки такие сухари, наверное, вот этим. То есть все-таки у женщины врожденное вот это вот отношение, более мягко, что ли, так сказать. Я так думаю. Хотя есть и женщины-сухари еще те. Мужчины, чем вы от нас отличаетесь, кроме этого и того? Мышление. Вот. Считается, что мужчины-то умнее. Да где ж там? Вот так принято считать. У них. У них? Пусть так считают. Что важнее, справедливость или милосердие? Для меня справедливость. Правда или безопасность? Я за безопасность. Я за безопасный секс.
Вот поэтому у нас никто из нашей сборной, мы ничего про никого и не знаем. И любовь вся где-то спрятана. Ну и тогда что важнее, карьера или любовь? Ну, это друг друга дополняющие чувства. Ну, вернее, любовь без любви, у тебя нет, наверное, каких-то там порывов, желаний. К сожалению, в нашем сейчас мире все больше думают о карьере, конечно же. Вот. Но я, наверное, становлюсь на любви, и неважно, к мужчине, к женщине, к маме, к собаке. То есть любовь, я думаю, победит любую болезнь и любую беду. Круто. Feeling how it ends is just the worst part. I was in the man, but there was still no way. How was I to know that I was worse off?